Всем привет! С вами Елена. В этом мастер-классе я покажу, как сделать вот таких милых пташек из пряжи, похожих на клубочки. На их создание меня вдохновила вот эта моя фотография, которую я сделала по другому случаю. Мне очень понравились эти персонажи, и я решила воплотить их в фетре. И вот что получилось. Оставайтесь со мной, я все вам покажу. Сейчас я покажу, как сделать вот такую имитацию клубочка. Для этого нам понадобится игла с большим ушком, пряжа, на конце завязываем узелок и проклеенный дуплерином кружок из фетра. Узелок оставляем с изнаночной стороны, лицевая сторона вот это будет. Начинаем в любом месте, отступаем от края где-то 2 миллиметра и вытягиваем нить на лицевую сторону. Сейчас мы будем делать вот эти полосочки. Я начинаю немножечко где-то вот с такого угла. Так, первая полосочка делается следующим образом. Нить находится на лицевой стороне, игла заходит с изнаночной стороны, и будем двигаться, полосочки будут у нас вот с этой стороны находиться, то есть игла идет туда, куда пойдут новые полосочки. Если мы оставим вот так и протянем дальше нить, то у нас потом все полосочки будут съезжать. Чтобы их зафиксировать, делаем стежок по кругу, но меньшего диаметра. Полоска зафиксирована. Теперь игла входит в то же отверстие, возвращается на лицевую сторону. И обратно переворачиваем. И фиксируем.
Выводим нить на лицевую сторону. Что у нас получается? Так, вот сейчас нам нужно изменить направление нити и, допустим, уже начать делать нити в перекрестном направлении. У нас будет 3 разных направления нити. Для этого выводим нить на лицевую сторону. Так, вот у нас с изнанки получилась такая картинка. И делим примерно вот этот нижний сектор примерно пополам. И сейчас ниточки будут у нас вот так идти сюда и встретиться вот здесь. Делаем аналогично все. Закрепляем стежок назад. И в первый выводим на лицевую сторону. И вот так у нас пошла вторая партия полосочек. Здесь закрепляем стежок, попадаем в предыдущий. То есть у нас получается такой, вырисовывается круг меньшего диаметра. Пришиваем клюв. Вот такой маленький треугольник, чтобы было удобнее пришивать. Начинаем шить от середины. Стежок делаем в угол треугольника, потому что если мы будем прокалывать уголок изнутри, он будет постоянно отгибаться. Подровняем чуть-чуть. Опять возвращаемся в середину. И делаем стежок во второй угол. При этом уголок у нас не загибается. Сейчас опять с этой стороны также делим пополам. Выводим нитку на лицевую сторону по середине стороны треугольника. И сейчас опять делаем стежок в уголок. Стежок, угол придавливается стежком и не топорщится. Возвращаемся в центр и делаем второй стежок
третий угол треугольника. Так, есть. И осталась у нас еще одна сторона не пришитая. Вот, делаем стежок в угол. Сейчас будем соединять две детали вместе. Я буду использовать пряжу и буду обшивать по кругу обметочным швом. Можно использовать обычные нитки в тон фетр. Я зафиксировала уже узелок, сделала первый стежок. Сейчас покажу, как дальше. Вот здесь у нас остались просветы. Как раз в них мы и будем прокладывать наши стежки. Видите, закрылась как раз пряжа. Очень удачно сюда подходит. Сейчас смотрите внимательно, покажу, как пройти торчащие детали. Прокалываем насквозь. Здесь 3 слоя. Иголка уходит назад. Здесь остается петля. Возвращаемся обратно через само крылышко. То есть возвращаемся так, как будто бы крылышка здесь нет. И в петлю, как и было. Так, еще разок покажу. И заканчиваем строчку. Здесь подхватываем под аркой первого стежка и выводим, затягиваем. И теперь еще раз это же место. И здесь в то же самое отверстие попадаем. Делаем двойное вытяжение и затягиваем узелок.
теперь этот узелок нужно спрятать. Вот такая птичка у нас получилась.